Дорогие друзья, дамы и господа, в этом 21-м эпизоде моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжаю представлять историю вечной пары, которая стала разлученной в результате проклятия, из-за которого муж стал Асуром, а жена– уничтожителем Асуров. Будучи в составе межзвездного незримого десанта Асуров по разным мирам, муж Асур брал там в жены самых лучших женщин. Но из-за проклятия каждый его брак там кончался какой-то трагедией, причиной которой, как ему представлялось, оказывалась тамошняя его жена. Каждый раз новая. И он жестоко мстил своим бывшим женам за это, выкачивая с них всю их удачу и вбрасывая в них чужие беды, полностью стирая их таким образом. В этом 21-м эпизоде я расскажу, как жила все это время его настоящая, вечная жена в разлуке с ним, со своим вечным мужем. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура», я вечная жена. У меня есть вечный муж. И мы с ним вечная пара, оказавшаяся разлученной в результате проклятия, из-за которого мой вечный муж стал Асуром, а я уничтожителем Асуров. Мой вечный муж, будучи большим Асуром в межзвездном десанте Асуров, искал в разных мирах меня, свою вечную жену. Чтобы он не терял свою цель из виду, я периодически приходила к нему на территории сна, и мы там с ним встречались. Там он чувствовал наше с ним вечное единение и прямой ток, текущий между нами, как между двумя половинками одного целого. Эти встречи во сне, как маяк в ночи, освещали его темный путь и дарили ему надежду. Он бережно хранил эти мимолетные встречи в глубине своего сердца и лелеял желание когда-то воссоединиться с этой чудесной женщиной, от соприкосновения с которой во сне он ощущает такие невероятные, запредельные, сладостные чувства, касающиеся каждой клеточки его тела и пробуждающие его к жизни. Он искал меня всюду, в разных мирах, используя для этого межзвездный десант асуров, в котором асуры, как космические пираты, похищают у других рас вселенские сокровища, благочестивые заслуги. Он платил бешеные деньги неким спецам у асуров, эдаким искателям, ищейкам, которые умеют по образу личности на территории сна находить ее. Благодаря их услугам он получал информацию, где искать меня. Он шел ко мне, сметая со своей дороги любого и повергая в прах множество чудесных женщин, которые становились его женами во время его скитаний в поиске меня. Он считал их виновными в крахе их семейной жизни и в том, что каждый раз под конец их совместной жизни он ощущал себя униженным, как мужчина. И он мстил им, унижая их, как женщин, и стирая их в труху, выкачивая с них все их благочестивые заслуги и вбрасывая в них чужие беды, что не оставляло от тех женщин камня на камне, унижало все их достоинство и отнимало у них человеческий образ жизни. Но на самом деле они выступали лишь орудием судьбы, так как он сам унизил меня, свою вечную жену, бросив меня ради другой женщины и обвинив меня в том, что я неполноценная женщина, так как не могу родить ему ребенка. На самом деле это он не мог иметь ребенка, так как получил проклятие, что у него не будет своих детей. Вследствие этого проклятия у него не могло быть детей, но он обвинил в этом меня, выставив меня как какую-то недоженщину, и судьба просто возвращала ему это унижение уже через других женщин. Он не знал этого. Он не знал, через что мне пришлось пройти вследствие его решения бросить меня и через что я проходила множество жизней после того, как он отказался от меня и стал асуром. Он видел лишь прекрасный образ, являвшийся ему на территории сна, и не подозревал о том, какие унижения испытывала я на своем жизненном пути после того, как мы с ним получили свои проклятия. Я, что буду одна без своего мужа, и он, что у него не будет своих детей, и под конец жизни он будет совсем один. Когда какой-то мудрец в одной из наших жизней проклял нас с моим вечным мужем,
из-за того, что мы порушили его семейную жизнь и оставили его одного без жены и детей, в следующей нашей жизни у нас с моим вечным мужем не могло быть детей. Мною там привлекся какой-то асур, который решил заполучить меня любой ценой. Он воспользовался услугами какой-то женщины-асури, которая специализировалась на уводе мужей. По ее наущениям мой муж обвинил меня в бесплодности и моей несостоятельности как женщины и бросил меня. Тот асур, который хотел заполучить меня, сделал мне предложение, но я отказала ему. И тогда он натравил на меня всю округу, которая стала считать меня ведьмой, насылающей порчу. На меня была открыта охота на ведьму, и мне пришлось бросить свой дом и скрываться в дремучих лесах. Тогда тот асур снова сделал мне предложение, но я снова ему отказала. И он нанял банду головорезов, сказав им, что они вольны делать со мной все, что угодно, лишь бы я приползла к нему и умоляла сделать его своей рабыней. На меня была устроена облава этими насильниками и убийцами, но меня спас случайно проезжавший там знатный могущественный вельможа. Я дожила свой век в отчим доме, спрятавшись от людей и живя как затворница. А после той жизни, между жизнями, когда я кидала во все стороны вселенной свой зов моему вечному мужу, чтобы он пришел ко мне, и не получала ответа, ко мне пришли какие-то могущественные личности, которые предложили порвать нашу вечную связь вечной парой. Я отказала им, благодаря чему попала на высшие райские планеты, где стала молиться божеству Нрисимхадева, Господа в образе получеловека-полульва, чтобы он помог мне воссоединиться с моим вечным мужем. Через какое-то время я воспылала нежными чувствами к этому божеству, и он принял мой призыв стать моим мужем. Я нескончаемое количество времени была растворена в этом божестве Нрисимхадева на высших райских планетах. А после Нрисимхадев сказал, что мне пора начать воплощаться и ждать исполнения моего желания о воссоединении с моим вечным мужем. Я стала грозным оружием с природой и защитой Нрисимхадева и какими-то невероятными, запредельными способностями и возможностями. В начале своего пути в качестве оружия я уничтожила 40 грозных, недосягаемых асуров, приходя в ассурические миры, рождаясь там. Я становилась женой такого великого асура. Он меня любил, но каждую мою операцию по уничтожению такого грозного, недосягаемого асура он в какой-то момент поддавался искушению и отдавал меня своим дружкам в их оргии со мной в главной роли, ввергнув меня в какое-то состояние, когда я не осознавала действительности и думала, что со мной мой муж. Было много таких оргий, я про это не знала. Но так как целью моей миссии было уничтожение того асура, женой которого я становилась, то в один прекрасный момент пелена с моих глаз снималась. И каждый раз это происходило во время нашего с ним интима. Мне открывалось, что он со мной сделал, и я сжигала его каким-то невероятным энергетическим лучом прямо во время того действа. Я уничтожила таким образом 40 грозных недосягаемых асуров и каждый раз проходила через унижение себя как женщины. И в результате получила проклятие от кого-то из асуров, что такое же унижение я получу и от своего настоящего мужа. В общем-то, именно из-за действия этого проклятия он и завербовался в межзвездный десант асуров и сделал там головокружительную карьеру. А я все это время продолжала, как оружие богов, уничтожать всякую вселенскую мразь. Мой вечный муж видел в своих снах прекрасную женщину и лелеял в своем сердце ее чудесный образ. А я в это время уничтожала таких, как он, и многих, многих других. Я рисковала собой. Я не считалась со своими чувствами и желаниями. Я шла на унижение себя и как личности, и как женщины, подставляя себя под удар, чтобы затем ударить в ответ и спалить цель дотла. И все это время я готовила себя ко встрече со своим вечным мужем и сплетала нити судьбы для воплощения задуманного мною плана, который ждал подходящего, идеального для его осуществления момента. Плана,
который закрыл бы страницы с нашим проклятием и разлукой и сделал бы совершенно невозможной нашу отделенность друг от друга. В следующих эпизодах я расскажу об этом плане. А на этом 21 эпизод моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» закончен. На сегодня все. С вами была Светлана Винодавани. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды моего волшебного мистического романа-ремейка «Я жена Асура». Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с другими этим видео. Всего доброго. До новых встреч!